Всем привет, это обзор обновления Grand Crusade Forestbringer, часть 2. 19 октября во второй части Вестника Силы изменениям подвергся Храм Духов. Теперь это локация для 102 плюс уровней, это видно по белому и зеленому цвету мобов для моего 105 БД. Необходимый левел для квестов в этой локации также был увеличен до 102 и 104 уровня. Годы поисков решений для снижения нагрузки на сервер или повышения комфорта игроков наконец принесли свои плоды. Давно испробованный на фришардах автолут появился на официальных корейских серверах. Здесь надо сказать, что это касается только Адены, которая теперь попадает прямо в инвентарь. Кроме того, появилась система улучшения экипировки у кузнеца. Любое благословенное оружие от +7 и благословенная бронь от +6 можно поменять на грейд выше, начиная с R85. Здесь надо отметить, что для обмена, кроме привычных расходников, необходимы кристаллы боевой души для оружия и кристаллы стража для брони. Эти предметы падают с тиады, обычного экстремального таути, экстремальной схины и октависа, камилы и драконов. Кроме того, их можно достать путем кристаллизации экипировки. Однако, учитывая среднюю цену в 200 миллионов на кристаллы боевой души, апгрейд оружия выглядит сомнительно прибыльным вложением. Ссылку на отличную статью в Википедии оставлю под видео. Отдельное спасибо Мистлайту за перевод. Наконец, в том же патче в октябре небольшие изменения коснулись телепорта к флагу. Прилагаю несколько секунд полюбоваться на новые иконки телепортов. Зрители, которые видели мой обзор умений Гласа Судьбы Иса, должно быть знают, что массовые дебафы на атаку и защиту были удалены, и теперь только у 3 профессий они остались в более-менее явном виде. Так, у апостолов Варка и Овера активное умение Резонант Хейла перешло в разряд тоглов, и при включенном умении оба точных дебафа становятся массовыми. Сейчас дебафы работают только на одну цель. Включаю Резонант Хейла, и дебафы становятся массовыми. Кроме того, благословенный барьер стал активным умением, которое в точности повторяет привычный скилл, только теперь необходимо нажать клавишу. Откат умения — фиксированная минута. По случаю апдейта Salvation на PTS-сервере в рамках теста рейда на Эдиса Тину был добавлен скрипт автоматического повышения уровня. Это стало отличным поводом для дальнейшего изучения новых умений заклинателей Иса на 99 и выше уровнях. Начнем с апостола Исы. 101 скилл бафается вместе с умением Отблеск в 100% случаев. Бафается он ровно на 5 минут, вне зависимости, насколько заточено пророчество могущества. При появлении отблеска время отката пома сбрасывается до 0. Бафнув второй раз пророчество, отблеск исчезает, и для бафа в 3-й раз необходимо дождаться 5-минутного отката. Следующий новый скилл — Руки Инхасад. Это селф, увеличивающий физическую и магическую атаку на 13%. Гармонии Стража у всех заклинателей были переработаны. Теперь они включают в себя увеличение защиты,
защиту щитом, шанс и силу крита. Второй уровень гармонии Стража у Апостола Иса, кроме увеличения эффекта бонусов, добавляет снижение шанса критов от входящего урона. У Овера помимо умений Резонант Хейла появился Авангард Храбрости, который вызывает флаг, похожий на дерево, как у ЕЕ на 101 уровне. Его также нельзя взять в таргет, и во время установленного флага все бафы Овера становятся клановыми, в том числе Рапсодия Битвы и Резисты. У клановой Рапсодии свой значок, а баф Авангарда восстанавливает ЦП, резистит сокланов от дебафов и дебафает врагов. Наконец, Овер единственный из чантеров, у которого остались все дебафы. Однако все они стали таргетными дебафами. Переходим к виртуозу Иса. У СВС, так же как и у всех чантеров, кроме Овера, есть 3 скилла, которые ребафуют все поэмы, сонаты и резисты. Ввиду отсутствия тогла Резонант Хейла, у виртуоза все же есть один массовый дебаф. При использовании активных скиллов вроде стремительного броска, лучевого и разрешающего удара появляется триггер Триада. Каждый нюк по врагу активным умением увеличивает уровень этого триггера, и при максимальном 3-м уровне появляется возможность применить тот самый массовый удар «Очаровательное дирижирование», который наносит урон и накладывает эффект, похожий на антирапсодию. Кроме того, дебаф увеличивает на 10% откат умений у противника. Как только уровень триады увеличивается до 3-го, становится активным еще 2 умения. Первое — это одиночный дебаф Вольта, еще один музыкальный термин, который наносит урон, снижает физическую и магическую защиту, уменьшает скорость передвижения у противника и отбрасывает назад на 400 от него. Второе умение — это мелодия отражения или зеркальная мелодия, которая восстанавливает ману барду и всем членам группы. На 103-м уровне у виртуоза появляется гармония мага 2-го уровня, в которую помимо увеличения бонусов добавлено еще 100 атрибута атаки. Кстати говоря, 2-й уровень гармонии ПП, БД и СВС нельзя перебафать 1-м уровнем любой другой. У БД изменилось пассивное умение «Великий танец мастерства». Теперь этот скилл накладывает на атакуемую цель дебаф «Призрачный удар» и случайным образом повышает уровень этого дебафа до 5, если персонаж продолжает атаковать противника. Так же, как и у всех баферов, кроме Овера, у Призрачного Танцора есть умения, ребафующие все поэмы, сонаты и резисты в один клик. И так же, как у всех баферов, кроме Овера, остались только дебафы на одну цель, исключая, конечно же, Симфонию Соблазна. В общем и целом, механика работы умений похожа на СВС, остановлюсь на ней немножко поподробней. Для того, чтобы активировать 2 новых дебафа, БД должен увеличить уровень призрачного удара как минимум до 3. Первый дебаф на цель — это переработанный убийственный удар, теперь он называется Фантом Слэшер. Это мили-атака, которая снижает атаку и защиту у цели, накладывая свой уникальный дебаф. Второй — это Танцующий призрачный меч, наносит урон цели и окружающим врагам. Снижает защиту, накладывая дебаф на 10 секунд. Наконец, для БД доступен 2-й уровень гармонии Берсерка, в который помимо увеличенных бонусов
есть возможность наложить дебаф призрачного удара в автоатаке. В январском патче Вестника Силы был добавлен новый вид штрафов «Предел». Эти штрафы касаются умений только саппорт-классов. Так, например, предел Исы – это штраф, который уменьшает время последующих рапсодий с 20 до 100%. Накладывается предел Исы, когда заканчивается действие рапсодии, и увеличивает уровень с каждой новой рапсой в момент действия штрафа. Кастую рапсодию еще раз во время штрафа. Она бафнулась на 24 секунды вместо 30, и после того, как эффект закончится, она увеличит уровень дебафа. Теперь бафнем рапсодию во время второго уровня штрафа. Время действия эффекта сократилось до 4-5 секунд. А во время третьего уровня штрафа баф рапсодии вообще не появился. Тут надо сказать, что помимо этих изменений, вместе с рапсой можно теперь использовать Ноктюрн и Реквием Крови. Правда, последние два бафа заменяют друг друга. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что танец Рапсодии Битвы, аналог соло-рапсы у БД, не дает штрафа. Предел Альгиза, так же как и предел Исы, снижает время действия эффекта неуязвимости вплоть до полного его отсутствия при третьем уровне штрафа. На первом уровне штрафа время действия неуязвимости сократилось до 4-5 секунд. На втором также 5 секунд. А на третьем уровне штрафа эффект вообще не появился. В этом же патче всем фео был добавлен селф-баф эхо воодушевления, а триггер стихийная гармония, появляющийся при переключении стихий, теперь имеет один уровень, не потребляет ману и увеличивает атрибут стихии на 100. Наконец, слаг у Инквизитора Фео под аурой тьмы теперь сбрасывает время отката прыжков до нуля. А во время каста поля «Духовная защита» на персонажа накладывается эффект неуязвимости. Агатионы. Тут надо сказать, что система агатионов в регионах и русской локализации не такая, как в Корее, даже до изменения в декабре. Другими словами, здесь нет и не было звездных агатионов с активными умениями. Несмотря на это, сама система агатионов была сильно переработана. Агатион и браслет – это разные предметы, и, к примеру, чтобы вызвать агатиона фея, теперь необходимо будет купить у рыболова хотя бы малый браслет семени на один слот. Превосходный браслет семени, который сейчас одет на моем персонаже, дает пассивное умение, которое увеличивает атрибутную защиту на 30, атаку на 50 и 5% бонуса к опыту.
Здесь нужно сказать, что агатионы теперь вызываются автоматически, находясь в браслете. И для того, чтобы попасть в Магмельт, теперь надо сделать на одно действие меньше. После разделения браслетов и агатионов, последние получили возможность улучшения до плюс 10, либо с помощью куба звездного агатиона, которые падают с мобов, либо с помощью книги агатиона, которую можно достать у рыболова. Наконец, каждый звездный агатион теперь обладает своим набором пассивных умений. Ссылку на статью в Википедии оставлю под видео. Это, пожалуй, все, что удалось показать. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях.